северо-западную часть Швейцарии до города Лугана на машине час езды. Потом еще 8 километров наверх до деревеньки Ривередо. А дальше только пешком по крутому горному склону, мимо одиноких домиков и через лес. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе. Так православные паломники добираются в скит к монаху-отшельнику Гавриилу Бунге, который живет здесь уединенно и почти неотлучно уже больше 30 лет. Сыне Божий, помилуй нас грешных. Я никогда не встречала человека, который до такой бы меры вместил в себя Христа. Вот это действительно так. В нем живет Христос, в нем уже нет вот того человеческого нутра, к которому мы все привыкли, которое вот мы встречаем в других людях. В нем живет Христос. И общаясь с ним, вот это чувствуется, это дух, который в нем живет. Когда первый раз я его увидела, у меня вообще была первая мысль, что этот русский православный старец делает здесь. Такое ощущение, что его переместили, даже если он был в другой одежде. Это было неважно. Вот тут дух, конечно, меня это удивило. Думаю, что он здесь делает в этих горах? Fino a Domenica, questa domenica, che mi ha aiutato. Sì, ho visto che Poteva più uscire dalla porta, per la cose fortuna. del neve o c'era vento. Частые гости из Милана здесь не только паломники, но и помощники. Недалеко от скита упало дерево и перегородило дорогу. Они его распилят и уберут. Раньше отец Гавриил все делал сам, но теперь ему уже 75 лет, и самую тяжелую работу он поручает молодым и сильным. Когда я был моложе, я все это делал сам. Пилил деревья, рубил дрова. А теперь могу только ухаживать за садом и огородом. Раньше я и хлеб сам выпекал. Но теперь я мало хлеба ем, и поэтому больше не пеку. 3 десятилетия в скиту отец Гавриил провел в молитве и изучении трудов святых отцов Древней Церкви в оригинале. Несколько лет назад, окончательно убедившись в том, что его родная католическая церковь от святоотеческих и даже апостольских традиций отдалилась, отец Гавриил Бунге принял православие. И теперь с каждым годом паломников к нему приходит все больше, как к человеку огромного духовного опыта, автору толкований святых отцов, монаху-подвижнику и мудрому старцу. Эти домики кажутся довольно большими, но внутри они совсем маленькие. Здесь стены очень толстые, из камня. Горный скит – всего 4 домика и церковь. Для уроженца Кёльна Габриэля Бунге раз и навсегда установленный порядок жизни – это закон. Утром – келейная молитва, чтение книг и писательские труды. Днем – обед. Единственная горячая еда за весь день. Вечером работа. И физическая, и духовная. Старец принимает паломников. Исповедует и на немецком, и на французском, и на итальянском, и на английском. В этой комнате я принимаю людей. Они приходят на исповедь или для... Люди здесь открывают всю свою жизнь как книгу. И нужно много времени, чтобы вникнуть и осознать, какие духовные проблемы у человека, и объяснить ему что-то. Все, кто хоть раз побывал в этом скиту, ощущают здесь ни с чем не сравнимую безмятежность и покой. Сюда не долетает ни единого постороннего звука. Абсолютная тишина.
спокойно, мирно, очень... Тут даже, конечно, и природа играет свою роль. Горы, Швейцария, тишина, там людей очень мало ночью. Ночью было очень тяжело привыкнуть к тишине, к абсолютной тишине. То есть здесь, в Милане, да, это не Москва или еще какой-то крупный город, но и в Милане ночью, когда спишь, шумы. А там тишина, там абсолютная, там настолько спокойно, что вот сидишь... Я первый раз, когда лег, лежал и слушал себя. Этого и искал отец Гавриил в швейцарских Альпах. Полного уединения, чтобы ничто не отвлекало от молитвы. В монастыре шум никогда не прекращается. Это похоже на механизм, который постоянно работает. Мой друг, монах одного большого монастыря в России, говорит: «У меня работа 24 часа в сутки. Как я могу сохранять молитвенный дух, когда моя жизнь – сплошная работа?» Он хотел стать монахом с самых юных лет. Старец любит вспоминать, как студентом Боннского университета он приехал на 2 месяца в Грецию, где познакомился с православными верующими. Тогда, в 21 год, он впервые всерьез задумался о том, какая церковь вполне сохранила традицию. Я сказал тогда грекам: «Мне очень нравится у вас в церкви, но жаль, что вы в расколе с нами». И тогда Янис Галанис, который потом стал известным богословом, сказал: «Ты не прав, это вы в расколе с нами». Представьте, какой это был шок для меня. С этого для меня и начался поиск истины. В 22 года Габриэль Бунге ушел из мира и долгих 18 лет провел в бенедиктинском монастыре Шевитонь в Бельгии. Но ему показалось мало быть только монахом. Он стремился к подвигу отшельничества. И в 1980 году, по благословению духовенства, он поселился здесь, на высоте 800 метров. В то время это был заброшенный участок земли, на котором стояло несколько полуразрушенных построек для скота. Он рассказывал первую зиму, когда он жил там в Швейцарии, в горах. Там нет, в его домике, где он жил, там не было изоляции, там ему было холодно, голодел. Были, конечно, друзья, которые его помогли, но там был очень суровый погода, очень холодно, снег и так далее. Брата Габриэля вдохновлял подвиг первых отшельников, отцов древней церкви. Моя идея была вернуться к образу жизни первых монахов во всем. В том, как молиться, как пребывать в своей келье. Это очень сконцентрированный образ жизни. Ты монах и днем, и ночью, круглые сутки. И ты сосредоточен на сущности этой жизни. Первые несколько лет он провел в совершенном одиночестве. Читал и переводил святых отцов и стремился только к одному – к постоянному общению с Богом. Невозможно по-настоящему рассказать о монашеской внутренней жизни. Монах и не должен об этом говорить. Это все равно, что держать дверь бани открытой. Очень скоро станет холодно. Баня должна быть закрыта. Однажды скит начал посещать молодой человек, который вскоре принял монашество и остался здесь навсегда. Его звали отец Рафаил. Для него, как для единственного ученика, отец Габриэль и составил те практические руководства для духовной жизни, которые позже станут книгами и выйдут в свет на многих языках. Отец Гавриил сказал, что в монастыре можно бывать в службах. Все молятся, даже если ты не молишься, но служба все равно происходит. Если ты отшельник, если ты сам не молишься, ничего не происходит. И это действительно так. И очень быстро тогда ты падаешь в уныние. И это не случайно, что отец... Первая книга из первых книг, которые отец Гавриил написал, это именно книга о аскезе, об унынии по трудов Евагрия Понтийского.
потому что это было для него не теоретическая проблема. Это действительно для каждого отшельника, я думаю, жизненный просто такой момент. И все остальные книги, которые он потом написал, это именно проблемы духовной жизни, с которым он сам боролся, как бы. Он о гневе, о разных проблемах духовной жизни. Это всегда проблемы отшельника. Ну и вообще в христианской духовной жизни. Я думаю, что потому что действительно эти духовные проблемы всех христиан, отшельник, он это чувствует, может быть, в одиночестве сильнее. Вдвоем монахи жили в скиту целых 18 лет, абсолютно автономно. Сами рубили деревья и кололи дрова, сами мололи муку и выпекали хлеб, сами выращивали виноград и овощи. Долгая болезнь и кончина единственного собрата стала для отца Габриэля тяжелым испытанием. Это было очень трудно. Отец Рафаил 6 лет тяжело болел, и сколько раз мне приходилось бегать в больницу, вызывать врачей. Я не представлял, что монашеский образ жизни подразумевает и это тоже. С тех пор он живет один. Помощники надолго не задерживаются. Кто-то приезжает на несколько часов, кто-то на несколько дней. Юрий Софоклов, юрист из Германии, специально взял отпуск, чтобы провести 2 недели в скиту у старца Гавриила. Человек этот действительно стоит на основах православия, то есть он стоит на фундаменте святых отцов, причем самых древних святых отцов, которых он изучал в оригинале. Он знает эти языки, он знает греческий, он знает латынь, конечно. Но мало того, он знает, я даже не смогу все перечислить, арабский, коптский, сирийский. И все эти творения древних святых отцов, он изучал их. И ими он щедро со мной делился. И за это я, конечно, безмерно благодарен, потому что ничто не заменит живого общения с таким человеком. Я так думаю, что простота жизни – это то, зачем сюда люди и едут. То есть именно для того, чтобы отрешиться от мирских своих проблем, именно для того, чтобы, может быть, не столько времени тратить на раздумья о еде, о том, что сегодня будет на столе, о всяких своих других делах, а именно для того, чтобы эти дни, похожие один на другой, чтобы они как раз и дали возможность именно жить, то есть не думать, а жить этой вечностью, которая, собственно, наверное, такая она и есть. Размеренная, спокойная, такая, как прямая линия. В этой вечности ты и идешь. Здесь нет ни интернета, ни телевидения, ни радио. Телефон с автоответчиком стоит в трапезной, и отец Гавриил изредка его прослушивает. За почтой в ближайшую деревню просят сходить помощника. Во время постов двери скита и вовсе закрыты для всех. Даже газет у меня здесь нет. Долгое время я выписывал еженедельные издания, но я был так расстроен систематической дезинформацией, это так утомительно. И теперь я читаю только книги. Живя в изоляции, вдали от новостей, отшельник все надеялся на воссоединение церквей, православной и католической. Но несколько лет назад понял, что ему этого не дождаться, и решил сам сделать шаг навстречу. Если сегодня Иоанн Златоуст оказался бы на литургии своего имени, он не был бы сильно шокирован, потому что изменения произошли незначительные. Но думаю, что если бы Григорий Великий попал бы на мессу, носящую его имя,
он бы ничего совершенно не узнал, потому что в ней ничего не осталось от того чинопоследования, которое он установил. Очень скоро я вынужден был признаться самому себе, что воссоединение католической и православной церкви невозможно. Это две разных системы, как Microsoft и Apple, которые очень трудно совместить. И я подумал, то, что невозможно для церкви, возможно для человека. Я сделал этот шаг лично для себя. Я стал православным. Но я не поменял веру, а просто вернулся в древнюю церковь, которая всегда была моей матерью. 27 августа 2010 года монах-бенедиктинец Габриэль был наречен иеромонахом Гавриилом. Еще через год он принял великую схиму. В православной церкви отец Гавриил чувствует себя так, как будто вернулся домой. Время от времени он бывает в Москве, встречается со своими новыми братьями во Христе и служит вместе с ними у престола. Сейчас единственная причина, которая может заставить меня покинуть мой скит, это поездка в Россию. Для меня это важно – сохранять живой контакт с моей церковью и с русским монашеством. Отец Гавриил предполагал, что после его перехода в православие он останется совсем один в своем скиту. Его духовные чады-католики от него отвернутся. Но этого не произошло. Они продолжают приходить, а некоторые вслед за пастырем даже сменили конфессию. Я был католиком, но, к сожалению, все больше замечал, что наша церковь удалилась от основ. Меня это разочаровало, и я даже хотел стать мусульманином, ходил в мечеть, но имам сказал, что я не готов и не принял меня. Потом я узнал про монаха-отшельника, чудом его разыскал, не зная ни адреса, ничего. Так больше 20 лет назад отец Габриэль стал моим духовником. Вскоре после этого у меня обнаружили рак кожи, меланому, я был очень испуган. Жена была беременна вторым ребенком, и мы уже приняли было решение, что ребенок не должен родиться в такой неподходящий момент. Но отец Гавриил очень помог мне тогда преодолеть страх смерти и вселил в нас мужество и решимость сохранить этого ребенка. Родился мальчик, теперь он уже взрослый, а сам я полностью исцелился. Когда мой духовник стал православным, я тоже решил перейти в православие. Паломников и духовных чад у старца Гавриила теперь, наоборот, стало гораздо больше. Православные быстро протоптали дорожку в горный скит, и иногда их приезжает даже слишком много. Я не ожидал такого наплыва людей. Этот скит даже трудно найти, случайно попасть сюда невозможно, но кого Бог посылает, тот находит. И теперь в свои 75 лет я работаю гораздо больше, чем 10-15 лет назад. Но на все воля Божия. Однажды ко мне приехали 200 украинцев. 100 человек с утра и 100 вечером. Для них это был прекрасный опыт, а для меня это было ужасно. Я тогда очень сильно заболел. Верующие, которые живут в благополучных европейских странах, Швейцарии и Италии, говорят, что здесь особенно не хватает таких людей, как отец Гавриил. Людей, которые напоминают об истинных ценностях, и не столько словами, сколько своей жизнью. Вообще Швейцария такая духовная пустыня. Здесь мало духовности, страна благополучная, соответственно, все цели и устроение человечества здесь, оно такое материальное очень. А душа-то должна питаться. Душу невозможно питать ни магазинами, да, ни тряпками, ни деньгами. Душа питается особой пищей духовной. И ее здесь очень-очень мало. И отец Гавриил, вот это та духовная пища, которую... Почему мы, наверное, все и стремимся туда? Потому что душа голодает наша. И попав к нему, она питается. Европа живет совершенно другой жизнью.
комфорта. И этот подвиг отца Гавриила просто действительно сияет над всей этой жизнью, которая привязана к земле, к удобствам жизни. Он в своей жизни всегда искал аскезы и жил действительно как ангел во плоти. И это очень-очень ценно. Мне кажется, это не удивительно, это нормально, то есть это закономерно, потому что чем больше мир будет жить вот так, как он сейчас живет, и бежать тому, к чему он сейчас бежит, тем больше будет становиться вот таких вот, если можно сказать, отцов Гавриилов. То есть потому что чем больше вот таких вот старцев, которые живут в уединении, живут в горах, которые молятся, тоже вот то, что я слышал от других людей, то, что вот эти старцы, они молятся за весь мир, за всю землю. И вот чем больше мир будет бежать то, зачем он бежит, тем больше людей будут вынуждены, или, скажем так, будет так нужно, чтобы они молились вот так вот в уединении. Церкви в Европе пустуют и закрываются. А православный приход города Лугана недавно, наоборот, открыл новый храм в бывшей немецкой кирхе. Одна прихожанка наша увидела объявление в газете. Мы сразу поехали, что продается евангелистская церковь. Мы сразу поехали посмотреть. Да, она закрыта, мы вокруг нее походили. Наша. Вот позвонили батюшке Гавриилу. Батюшка, вот есть такое предложение, продается церковь, благословите. Он благословил. И вот по этому благословению наш настоятель, отец Святослав, и мы всем объединились, была создана ассоциация для того, чтобы могли купить этот храм. И за год мы собрали все деньги, ее выкупили, и она теперь наша. В декабре 2014 года схиархимандрит Гавриил Бунге в очередной раз надолго, на несколько дней, покидал свой горный скит. В Москве он представлял читателям свои книги, которые впервые вышли в свет на русском языке в издательстве Сретенского монастыря. Они посвящены борьбе со страстями и называются «Объедение, лакомство, чревоугодие», «Тоска, печаль, депрессия» и «Гнев, злоба, раздражение». В них отец Гавриил разъясняет труды Евагрия Понтийского, богослова IV века, ученика святителя Григория Богослова. Я переводил и комментировал эти труды, чтобы сделать их доступными людям, которые живут сегодня в современном мире. Ведь нас разделяют 1700 лет, и, разумеется, многое непонятно. Эти книги – инструкции по духовной жизни. Их нельзя прочитать как какой-то роман за один раз. Они построены как учебник. За более чем полвека монашества отец Гавриил приобрел полезные умения. Даже прерывая уединение и окунаясь в суету большого мира, он словно остается внутри своей кельи, где бы он ни находился. Вокруг меня всегда как будто такая невидимая келья, и я ее переношу с собой везде. Так что мне не так важно, где я нахожусь. Но я счастлив, когда я здесь, потому что здесь тишина, и ничто не отвлекает от молитвы. Именно здесь, в безмолвии и первозданности швейцарских Альп, отец Гавриил смог приблизиться к тому идеалу, к которому стремился с юности и шел всю свою монашескую жизнь – непрерывному и безраздельному общению с Богом. Цель монашеской жизни – сохранить свой ум в постоянной молитве. Все древние отцы говорили так. Это не означает, что ты все время повторяешь какую-то формулу, длинную или короткую, нет. Но твой ум обретает состояние молитвы. И ты постоянно пребываешь перед лицом Бога, как ангелы и архангелы. Это происходит понемногу, и ты этого вроде не замечаешь. Но внезапно вдруг осознаешь, что ты никогда, ни на минуту не можешь забыть Бога. Твой ум постоянно перед Ним, что бы ты ни делал. Это именно то, чего я искал здесь, в своем горном скиту. The reason why I came here